Григорий, благодарю тебя за этот разговор, который посвящен Чагьялу Намкаю Нарбу и учению Дзогчен. Хочу тебя попросить для людей, кто, может быть, не знает этого учителя или слышал только имя, представить Чагьяла Намкая Нарбу, рассказать об этом учителе и его роли в распространении учения Дзогчен в России и других странах, где говорят на русском языке. Ох, ты вот начал с самого важного вопроса на самом деле, потому что вот говорить об учителе с большой буквы, это говорить о том, что для многих его учеников, и меня в том числе, является самым важным в жизни. Портрет его висит у тебя сейчас за спиной, и этот портрет и учитель сопровождают меня уже почти 30 лет моей жизни. Он первый раз приехал в Россию в 1992 году, и мне посчастливилось на его первое учение сразу же попасть в Москве. Но сам этот учитель, я бы сказал, несопоставим ни с кем по своей активности и по своей роли в распространении и популяризации буддийских учений и учений Дзогчен в западном мире в целом. Он родился в Тибете в 1938 году и получил полное образование как тибетский учитель, как реинкарнация очень высокого уровня. Он был признан буквально сразу после рождения реинкарнацией очень знаменитого, очень важного учителя Дхармараджа Бутана. И как таковой, вот как реинкарнация, он учился у очень квалифицированных и серьезных учителей, и поэтому уже к 16 годам, когда он закончил частично свое обучение в монастыре, он был одним из наиболее способных, я бы так сказал, и знающих молодых лам и молодых учителей. Но поскольку он встретил тогда же своего коренного учителя, если надо будет, я об этом могу, конечно, и подробнее рассказать, но это был совершенно другой этап его продвижения по духовному пути. И этот этап, опять-таки, по своей важности ни с чем сравнить нельзя, потому что в тот момент он, Намкай Норбу Ринпоче, получил не просто традиционное монастырское образование, но прямую передачу своего истинного состояния от величайшего учителя, который тоже не был знаменитым человеком, а просто жил в тибетской глубинке, и вокруг него собирались ученики, которые хотят заниматься серьезной практикой. Наш учитель увидел его во сне, он увидел место, где живет этот учитель, нашел его, отправился туда, и, как он много раз рассказывал, именно с того момента его практика стала по-настоящему практикой дзогчен, тогда он раскрыл свое истинное состояние. После этого в Тибете начались события, связанные с китайским вторжением. Какое-то время еще можно было там находиться, но когда обстановка стала уже совсем опасной, нашему учителю пришлось уехать в Индию. Там он тоже получил достаточно широкую известность именно в связи со своим фундаментальным образованием как тибетского ламы. Какое-то время он там работал и встретился с западными тибетологами, которые пригласили его в Европу. Тогда же у него был выбор ехать или в Южную Корею, как сам Ринпоче рассказывал, или в Италию.
Но в итоге он решил принять приглашение профессора Туччи, итальянского тибетолога, и таким образом оказался в Италии. В Италии он вел абсолютно такую нормальную жизнь, я бы сказал, нормальную жизнь западного человека, даже западного ученого, потому что он преподавал восточные языки, тибетский, монгольский в университете Неаполя и очень долгое время просто был университетским профессором, ученым. Работал в сотрудничестве с профессором Тучи, писал работы, писал книги, но при этом оставался величайшим мастером тибетского буддизма, который живет очень скромной жизнью, и никто не знал даже, что он мастер. Но, тем не менее, постепенно вот его ученики в университете поняли, кто перед ними находится, и попросили его давать учения. Сначала он давал учения только на уровне тибетской йоги, физические какие-то движения, дыхательные упражнения, древняя система. Потом стал давать учения дзогчен, и начиная с 1976 года он организовал дзогчен-общину, то есть людей, которые следуют учению дзогчен, которые интересуются знанием дзогчен. Сначала это была Италия, а потом постепенно его слава как учителя распространилась по миру, и он основал много так называемых гаров, то есть центров дзогчен-общины, которые существовали в США, два на восточном побережье, на западном побережье Южной Америки, два в Венесуэле, в Аргентине, в России два, в Москве и в Крыму, в Австралии и в Китае. По охвату вот такого вот путешествия, своих путешествий, действительно его трудно с чем-то сравнить. А сам он себя называл тибетский учитель, который скитается по миру. Когда Советский Союз развалился, тогда же тибетские учителя, буддийские учителя получили возможность приезжать уже в Новую Россию. Тогда приезжало его святейшество Далай-лама. Это была моя первая встреча с буддизмом, 1991 год, празднование 250-летия буддизма в России, Улан-Удэ и Волгинский Дацан, куда мне довелось попасть. На учение Далай-ламы там же я получил первые свои буддийские посвящения. А уже в 1992 году состоялся первый приезд Намкая Норбу Ринпоче в Россию. С тех пор он старался приезжать в Россию достаточно регулярно, или раз в 2 года, а потом каждый год до тех пор, пока в России тоже не возник центр дзогчен-общины, который называется Кунсангар, и который существует до сих пор в Подмосковье, недалеко от Павловского посада. Если кратко совсем, то вот так. Спасибо большое. И мне очень интересна твоя история, как ты пришел к буддизму. Очень интересна твоя встреча была действительно с Далай-ламой в Бурятии. Почему ты заинтересовался буддизмом, как ты узнал о Чагьяле Намкай Нарбу, как попал на ретрит и твои воспоминания, впечатления от первой встречи. Ну, это почти что детективная история, как у многих первых учеников. Я по образованию физик, сам я закончил МФТИ и аспирантуру МФТИ, и до сих пор работаю по специальности. И МФТИ отличается тем, что там готовят людей, которые имеют очень свежий взгляд на мир. И уже на первом курсе МФТИ, как ни странно, вот когда мы еще в советские времена выезжали на картошку, то у одного из моих сокурсников с собой были не только учебники по физике, по математике, но и книжка Щербацкого о буддизме. Одна из немногих книг о буддизме, которая была доступна в Советском Союзе. И вот он однажды, читая эту книгу, обратил внимание на такой отрывок.
Там идет философский текст в форме вопросов и ответов, и вопрос задается такой: что такое свет и как движется свет? Это текст, которому 2000 лет с лишним. И дается ответ. Свет распространяется в пространстве, и, доходя до каждой точки этого пространства, он возбуждает эту точку, от этой точки начинает распространяться свет. И мы, как физики, сразу понимаем, что тем самым описывается принцип Гюйгенса в оптике, который говорит абсолютно о том же, что когда волна доходит до какой-то точки пространства, она как бы возбуждает маленький источник вторичных волн. И удивившись, как же так вот буддисты в древние времена дали столь точное описание такому сложному физическому явлению, как распространение света. Тогда я это запомнил. В МФТИ у нас также были и гуманитарные курсы, у нас был очень хороший курс по китайской философии, потом был очень хороший курс по индийской философии, где, конечно же, эти вопросы затрагивались. И так вот такой внутренний интерес постепенно нарастал, но тем не менее я всегда оставался физиком и до сих пор остаюсь физиком. То есть, когда я закончил уже институт и поступил в аспирантуру, тогда же образовались в Москве группы изучения боевых искусств. И я попал на учебу к очень хорошему мастеру. Он жив до сих пор, зовут его Иван Алексеевич Горбачев. Он обучался в Китае, и стиль его обучения мне очень подошел, потому что он давал абсолютно практические вещи, внутренние школы ушу, и сам обладал такими способностями, что не было никаких сомнений, что материальный мир, по крайней мере, в его существовании, не ограничен только тем, что мы видим. Он мог предвидеть какие-то события, он ощущал энергию, он мог находить потерянные предметы, все это я видел своими глазами, и как физик я обязан был убедиться, как это вообще работает. Поэтому другого способа убедиться, кроме как самому обрести такого рода способности и начать проверять на себе, как это работает, не существует. И поскольку вот мы, физики, люди очень любопытные, я начал заниматься, занятия эти пошли очень хорошо, то есть это дало совершенно недвусмысленный эффект. Я очень хорошо поправил свое здоровье, этот эффект до сих пор ощущается, то есть буквально за год из замученного учебы студента МФТИ я превратился, в общем-то, в достаточно здорового человека и хорошо продолжал этим заниматься. И тогда же вот именно вместе с моим учителем по ушу мы поехали в Бурятию, и тогда же мы узнали, что приезжает в Россию Намкай Норбу Ринпоче, и вот всей группой, всей нашей группой ушу мы попали на учение Намкай Норбу Ринпоче. Как сам Ринпоче объясняет, такого рода везение не является случайным, если верить в существование прошлых жизней, а буддисты склонны в это верить, потому что очень много есть фактов, которые указывают на то, что мы не ограничены только этим земным существованием. Это значит, что была какая-то связь с этим учителем, и я бы сказал, что связь очень сильная. Вот он приехал, и даже в такой закрытой стране, как Советский Союз, Россия, мы, тем не менее, как-то узнали, как-то с ним установили контакт, и я очень хорошо помню самое первое учение Намкай Норбу Ринпоче, когда он только заговорил, и я понял, что да, это очень серьезное учение, это очень серьезный учитель, и вот я об этом рассказываю, у меня до сих пор мурашки бегут по телу, потому что с тех пор моя жизнь очень сильно изменилась, и изменилась в лучшую сторону именно благодаря этой встрече.
Следующий вопрос о учении Дзogchen. Расскажи, пожалуйста, что это за учение? Кратко, может быть, его историю. Говорится, что это учение существует не только на Земле. Что это может означать? Вообще лучше этот вопрос именно об истории задавать тибетским ламам, потому что нам, западным людям, Ринпоче передавал учение Дзогчен именно в абсолютно его практическом аспекте. То есть учение Дзогчен – это не религия. Учение Дзогчен – это знание нашего истинного состояния, которое в совершенно разных странах, культурах, людях может проявляться в очень разных формах. И поэтому говорить, что учение Дзогчен является буддизмом, это и правильно, с одной стороны, а с другой стороны, это не полное изложение. На Земле учителем буддизма является Будда, поэтому это называется буддизмом. Большинство тибетцев считают и называют себя буддистами. Учение Дзогчен существует в рамках, в том числе и буддийской традиции, но не только буддийской традиции. В Тибете оно существует также в рамках традиции Бонпо. Поэтому сказать, что Дзогчен – это буддизм, это правильно. Сказать, что Дзогчен – это Бонпо, это тоже правильно. Но правильнее сказать, что Дзогчен – это учение, которое выходит за пределы ярлыков, за пределы ограничений. Если мы благодаря этому учению открываем внутри себя подлинное знание, наше истинное состояние, то тогда мы тем самым становимся и не буддистом, и не бонпо, а практиком знания того, как оно все есть на самом деле. В этом плане мы можем применять на самом деле любые методы. И сам наш учитель говорил, что он никогда не был ограничен ни какой-то школой, ни какой-то традицией, ни даже буддизмом в целом. Приходя в христианский храм, он мог точно так же практиковать учение Дзогчен, при этом оказывая все необходимые, выполняя все необходимые ритуалы, и более того, я на 100% уверен, что его знание христианства в глубинной природе человека, как христианство, как учение, тоже позволяет раскрыть истинную природу человека через связь с Богом в христианской традиции. И если бы наш учитель, допустим, родился в христианской традиции, он мог точно так же, занимаясь и христианством, прийти к такому же глубокому знанию и раскрыть свое истинное состояние. Несектантский характер учения Дзогчен чрезвычайно важен. Как только человек начинает ставить искусственные ограничения и говорить, что мое учение уникальное и самое лучшее, а другое учение плохое, неправильное, он попадает в очень опасную ловушку. От этого предостерегают и его святейшество Далай-лама, и все хорошие, серьезные учителя, начиная с моего учителя по Тайцзи Цюань, говорят об одном и том же. Ни в коем случае нельзя впадать в такой сектарный взгляд на вещи. Нужно быть открытым, нужно открываться миру, нужно открывать знания внутри себя, делиться этим знанием. Тогда, если это знание реальное, вы будете помогать другим людям, и также вы будете работать с своим состоянием, как оно есть, а не с фантазиями. Что говорится в учении Дзогчен о потенциале человека, что мы можем раскрыть, что является истинным состоянием каждого человека? В учении Дзогчен есть знание о том, какова наша истинная природа, и она же называется истинной потенциальностью. Когда мы говорим о том, что мы знаем свое истинное состояние, это означает, что мы знаем, как работает наш ум, откуда возникают наши эмоции, как наши эмоции обусловливают наши поступки,
как из этих поступков складывается наша судьба. Такое знание есть не только в дзогчене. Буддизм в целом характеризуется тем, что он дает очень глубокое и очень адекватное понимание того, как работает наш ум, как говорят буддисты. То есть, почему у нас бывают такие мысли, а не другие мысли, почему иногда эти мысли вызывают у нас определенные состояния, подталкивают нас к каким-то действиям. Но учение дзогчен идет еще глубже. Оно говорит, что сам ум является тоже своего рода проявлением. Проявлением чего? Проявлением нашей истинной природы, которая излагается в учении дзогчен очень практическим образом. Мы знаем вот первое, второе, третье, мы знаем состояние за пределами ума, мы умеем работать с этим состоянием, и в каком-то смысле это знание, с одной стороны, практическое, а с другой стороны, его словами очень трудно передать. Наш язык не приспособлен к передаче этого знания. Как правило, это знание излагается на символическом языке. То есть наша истинная природа может уподобляться зеркалу, которое чистое, прозрачное, ясное и которое способно отражать все, что в нем проявляется. Перед ним предстает предмет, в зеркале возникает отражение. Эти два аспекта проявления, внешнее и внутреннее, неразрывно связаны, и в этом есть природа зеркала. Точно так же и наш ум является своего рода зеркалом, в котором мы воспринимаем отражение и внешнего мира, и каких-то внутренних состояний. Но этого знания для полной реализации дзогчен недостаточно. Я сейчас, к сожалению, опять натыкаюсь на ограничения своего языка, но советую людям, которым это интересно, почитать книгу «Кристалл и путь света», где наиболее понятным образом излагается, что такое наше изначальное состояние, что понимается под основой, что такое мудрость изначального состояния, что такое потенциальность и так далее. Если я об этом буду говорить, это разговор на 5 часов на самом деле. В контексте известных путей буддизма говорится о постепенных и непостепенных путях достижения состояния Будды. Да. Как известно, дзогчен относится к непостепенным путям, и что это означает? Действительно, есть в буддизме разделение на постепенные и непостепенные пути. Постепенные пути предполагают, что мы шаг за шагом развиваем свои способности и продвигаемся к заранее известной обозначенной цели. Например, такой целью может быть постижение пустоты, шуньяты, как говорят в буддизме. Если мы движемся к этому постепенно, это означает, что мы применяем наш ум для того, чтобы понять, что является пустотой, что не является пустотой на практике. И, скорее всего, мы сталкиваемся с тем, что все проявленное, материальное, что мы можем пощупать, пустотой на самом деле не является. Если мы добросовестно следуем этому пути и все-таки хотим понять, что такое пустота, то нам нужно отказываться от того, что нам пустоту застилает, а именно какие-то материальные ограничения, например, деньги. Если от этого отказаться, вроде бы становишься ближе к пустоте, и логично доводя эту идею до конца, нужно уходить в монахи, запираться в монастыре и пытаться понять пустоту тогда, когда от нее ничего не отвлекает. То есть долгая медитация, сосредоточение на своем уме и постижение пустоты. Этот путь долгий и постепенный. Каким-то людям подходит именно такой путь, потому что очень трудно ухватить то, чего ты не знаешь, и
не знаешь, как к этому идти. Поэтому ни в коем случае нельзя говорить, что один путь лучше, другой путь хуже. И в буддизме говорится, что есть пути для людей с самыми разными наклонностями и способностями. Как раз вот 95 или 99, или я не знаю сколько людей, получат больше пользы, если они будут заниматься постепенным путем. Но в то же время есть и другие методы, которые подходят другим людям, которые почему-то по какой-либо причине способны ухватывать суть очень быстро. Например, при постижении пустоты есть дзенский метод, методы дзен-буддизма или чань-буддизма, где с самого начала говорится, что не нужно постепенно развивать свои способности, а нужно сразу пытаться выйти за пределы ума и понять непосредственно, экзистенциально, что такое пустота. Самому на этом пути очень трудно добиться успеха, но для этого и существуют учителя и наставники, дзенские наставники, которые говорят, вот медитируй над таким-то куаном, выходи за пределы своего ума, мы тебе поможем. В тот момент, когда у тебя ум уже не справляется с обдумыванием куана, а куан, говоря по-простому, ум взрывает, учитель может тебе легонечко или не легонечко стукнуть специальной дзенской палочкой по голове, и в этот момент у тебя ум может остановиться, мыслительная деятельность исчезнуть и возникнуть вспышка, озарение, непосредственный опыт постижения пустоты. Такой путь непостепенный. Дзogchen является тоже непостепенным путем, но я бы сказал, он еще ближе к нам и еще труднее для практического освоения. В Дзogchen говорится, что нам не нужно создавать нашу истинную природу, поскольку она в нас уже есть. Каждое проявление, в котором мы сейчас находимся, в том числе этот наш с тобой разговор, это проявление нашей истинной природы. Но проявление само по себе ценно лишь тогда, когда мы эту истинную природу распознали внутри себя и знаем, что это такое. Момент распознавания нашей истинной природы опять-таки требует очень большой помощи от учителя. В Дзogchen это называется передачей от учителя или даже прямым введением в знание. Вот этот момент прямого введения не может осуществляться постепенно. Переход от незнания к знанию – это всегда мгновенная вспышка. В этом смысле путь учения Дзogchen является непостепенным путем. Знание всегда обретается мгновенно в Дзогчене с помощью учителя, с помощью методов, которые он дает. Но дальше говорить о том, что на этом все закончено, и мы полностью просветлели или реализовались, в Дзогчене тоже категорически нельзя. Именно начиная с того момента, как мы распознали свою истинную природу, Дзогчен, условно говоря, становится постепенным путем, потому что знание нашей истинной природы – это не конечный результат Дзогчена, а только начальная точка практики Дзогчена. На этой основе мы можем уже развивать свое знание истинного состояния как бы вглубь. С одной стороны, оно всегда одно и то же, а с другой стороны, качества, которые присущи нашему истинному состоянию, мы должны проявить и реализовать. И для этого существуют вполне серьезные постепенные методы. Поэтому Дзogchen, я бы сказал, выходит за ограничения двойственности постепенного пути и непостепенного пути. Ты уже сказал, что важным моментом в Дзogchen является передача этого знания, прямое введение, которое осуществляет учитель. Кроме этого, какая роль у учителя в продвижении, в развитии ученика? Ключевая роль на самом деле. Этот вопрос настолько важен, что я, пожалуй, сошлюсь на слова самого Ринпоче. Он говорит, что сейчас есть очень много учителей, и чему-то вы можете учиться не только у учителей буддизма, а у любых учителей. Но в то же время
достижение глубочайшего знания своей истинной природы должно опираться на настоящего учителя. Настоящий учитель – это что такое? Это учитель, который сам доказал своей жизнью, своей практикой, что он владеет этим состоянием. И в дзогчене особое внимание уделяется непрерывной линии передачи или линии преемственности учителей. Если учитель передает какое-то знание, то он ни в коем случае не должен его выдумывать. Он должен его как бы поколение за поколением учителя сменяют друг друга, а знание остается тем же самым, и линия передачи тоже остается той же самой, чистой. Поэтому мы знаем учителя нашего учителя, который достиг высокой степени реализации, что подтверждается его жизнью. И мы знаем по цепочке на 2000 лет назад эту линию передачи мастеров, каждый из которых достигал определенной стадии реализации своей жизни, показывал, что это так. И таким образом его ученики тоже имеют возможность достичь этой степени реализации. Поэтому роль учителя, во-первых, состоит в том, что он не изобретает учение, а как бы воспроизводит его своей жизнью и тем самым дает и ученикам возможность достичь тех же результатов, что достиг он. И с другой стороны, он гарантирует для учеников именно чистоту линии передачи. Вот это вот, наверное, самое важное и самое сложное. Поэтому Ринпоче говорил, если уж совсем коротко, что в дзогчене учитель – это вообще все. Вы можете достигать каких-то относительных результатов и без учителя, но абсолютных результатов, полной реализации вы можете достичь только с опорой на учителя и на его линию передачи. Есть тибетский термин, слово «ерме», нераздельность. Он встречается вот в некоторых практиках, например, призывание Гараба Дорже, Ерме Лама Гарабдаже, в практике Мандаравы, где возносится молитва обрести нераздельность с учителем в форме Мандаравы. Что означает нераздельность с учителем? Это означает, что знание, которое учитель передает тебе, ученику, становится твоим, и ты понимаешь, что такое же знание есть теперь у тебя, какое было у учителя. И фактически вот твое знание персонифицируется в образе учителя. Это состояние, которое, опять-таки, невозможно описать человеку, который его не испытывал, но тот, который испытывал, он очень хорошо знает, о чем я говорю сейчас. Нераздельность с учителем означает, что все знание, которое ты раскрываешь внутри себя, одновременно является знанием, которое было у твоего учителя. Что касается руководства, практического руководства, у нас есть несколько, например, моделей из древнего прошлого, ну, самый яркий Тилопа Наропа и отношения, возможно, назвать слуга и господин. Сейчас ситуация такова, что в большинстве случаев мы, ученики, находимся в большом количестве перед учителем и слушаем учения. Не всегда у нас есть возможность задавать вопросы, как происходит все-таки руководство, какие отношения выстраиваются между учителем и учеником, ну, в настоящий момент, как это происходит. Наш учитель всегда говорил, что вы должны ощущать себя полностью свободными. Вы не воспринимаете мои слова как некую догму. Вы воспринимаете мои слова как советы и проверяйте своей жизнью, работают эти советы или не работают. Если я вас обусловливаю, это плохо. Но если я вам даю советы, вы делаете, исходя из своего понимания, не следуя им, то посмотрите по результатам своей жизни. И очень часто бывало так, что человек
не понимает совет Ринпоче, делает по-своему и потом убеждается, что Ринпоче был прав. То есть в данном случае, вот в нашей культурной ситуации, конечно же, это не отношение начальника и подчиненного, господина и слуги, даже это не отношение друга и друга. Это отношение мудреца и человека, который осознанно следует советам этого мудреца, потому что убедился, что именно так вот и надо делать. Ты упоминаешь о советах Ринпоче. Можно ли тебя спросить о твоем личном общении с Ринпоче? Как оно развивалось, выстраивалось? На этот вопрос можно ответить в двух аспектах. Первый аспект состоит в том, что когда я встретил Чогьял Намкая Норбу, я сразу понял, что это все, что мне нужно. Каким местом я это понял, мне это очень сложно объяснить. И я ходил к другим учителям, я очень уважаю, очень люблю и других учителей, и был на многих учениях, но я всегда знал, понимал, что то, что рассказывает этот учитель, фактически я уже знаю от Намкая Норбу Ринпоче. И как бы вот с самого первого ретрита с 1992 года я понял, что мне жизнь подарила учение, которое является абсолютно полным. В нем есть все. Но с другой стороны, отношение с учителем – это и есть, собственно, духовная практика ученика. Если сейчас я буду переслушивать какие-то учения, которые я получал 20 или 25 лет назад, я открою для себя совершенно новые грани в том, что говорил учитель. Это процесс такой бесконечный. Одни и те же слова учителя по мере твоего развития открываются в тебе самом новыми и более глубокими какими-то гранями знания своего состояния. Поэтому этот процесс движения к учителю, к пониманию того, что он говорит, является постоянным и непрерывным. И закончится он только тогда, когда я достигну полной реализации. Поэтому моя личная практика – это постижение, попытка постижения того, что передает Ринпоче, и каждодневная, регулярная ревизия своего знания в соответствии с тем, что он говорил, и понимаю ли я это, на каком уровне понимаю, веду ли я себя в соответствии с его наставлениями. Ринпоче говорил, что, ну, особенно в последние годы его жизни, что его очень заботит программа, которую он создал. Это программа Санти Махасанха, образовательная программа, состоящая из нескольких уровней. Расскажи, пожалуйста, что это за программа, что она включает, для чего она создана и почему Ринпоче уделял ей такое особое внимание? Дело в том, что учение Дзогчен не является, не принадлежит только тем, кто встретил Намкая Норбу Ринпоче. У нас есть близкие люди, родственники, дети, потом мы уйдем из этого мира, тут будут жить какие-то другие люди. И мастер такого уровня всегда думает не только о своих учениках, он думает о живых существах, всех. Говорил он так: даже если ко мне приходит 10 тысяч человек на учение, а такое вполне могло быть, сравните это с тем, сколько людей живет на Земле, и какая малая доля людей на самом деле интересуется учением и тем более следует учению. Капля в море. И в то же время он говорил, что я очень хорошо знаю, что если вы серьезно следуете этому учению, то это очень сильно поможет вам в продвижении по жизни, в том числе и в решении каких-то житейских проблем, потому что наше учение очень практичное, очень практичное. Я жизнь прожил именно так, как прожил, благодаря тому, что я воспринимал учение не просто как какой-то набор духовных практик, а как инструмент продвижения в этой жизни, решения каких-то проблем. Поэтому для того, чтобы
реально помогать другим людям, нужно иметь уже соответствующую базу, основу в виде своего знания. Эта база просто так не создается, она требует серьезных усилий. Вот людям проще эту базу воспринимать именно в виде таких вот постепенных ступеней. Для этого была создана программа Санти Махасанхи, когда мы, начиная с основы, с базового уровня, выполняем какие-то практики, изучаем какую-то теорию. На основе этой практики, этой теории мы получаем какое-то знание, более глубокое знание о себе и продолжаем двигаться дальше. Те, кто хочет продвигаться дальше, вот имели возможность развиваться таким образом. Предполагалось, что эта программа Санти Махасанхи будет состоять из 9 ступеней, не считая базового уровня. Базовый уровень, он открыт для всех. Следующие уровни достигались по мере того, как человек осваивал предыдущие уровни, сдавал экзамены и переходил дальше. И замысел всей этой программы состоял в том, чтобы довести людей, которые следуют этой программе, до знания, до реального знания того, как передавать учение другим людям. То есть исходный замысел состоял в том, чтобы ученики сами становились учителями дзогчен и передавали дзогчен другим людям. Конечно же, это очень амбициозная цель, и среди нас, западных людей, просто не оказалось учеников, которые за очень короткое отведенное нам в этой жизни время смогли освоить всю эту программу целиком. Порядка 100 человек освоили 3 ступени этой программы. Это очень много, потому что качественное, хорошее освоение одной ступени – это несколько лет серьезной практики, серьезной работы, реально серьезной работы. Но по мере того, как люди продвигались в своей практике, Ринпоче видит, что какие-то отдельные вещи мы можем объяснять, ученики, старые опытные ученики. Поэтому в 2002 году на острове Маргарита в Венесуэле он организовал первое обучение таких вот учителей, и тогда 10 человек, я один из них, получили авторизацию инструктора СМС, инструктора Санти Махасанхи. На русском языке мы предпочитаем говорить именно инструктор, чтобы такое сакральное слово, как учитель, не применять к самому себе. Не применять к самому себе. Хотя сам наш учитель называл это по-английски teachers of Санти Махасанга, то есть учителя Санти Махасанхи. Люди, которые могут чему-то учить. Вот уже почти 20 лет у меня есть такая авторизация, такие полномочия, и по мере своих сил я тоже стараюсь учить тому, чему могу. Но здесь очень важно, чтобы самый главный совет Ринпоче инструкторам и учителям воплощался в жизнь, что учить людей вы можете только тому, что сами реально знаете. Причем знаете на таком глубоком уровне, что можете это передавать уже другим людям. Еще один интересный момент про Ринпоче. Кроме того, что он действительно много лет посвятил себя обучению, в частности, обучению Санти Махасанхи, базового уровня для всех людей, у него была особенность. Он, кроме учений традиционных, учений Дзогчена, устной традиции, он получал и учил учениям, которые он получал в чистых измерениях или через свои сны, учения, которые вот в традиции Нингма называются терма.
Да. Можно ли немножко рассказать об этой стороне его обучения, его деятельности, его способностях? Что это за учения были? Это очень редкое, в принципе, явление. Это и не только сейчас редко, это во все времена было редчайшее качество. Учителя такого уровня рождались, может быть, раз в 50-100 лет в Тибете, когда благодаря глубинному знанию своей истинной природы Ринпоче не был ограничен жизнью только в этом измерении. Я, конечно же, пожалуй, даже не вправе распространяться на эту тему. Я могу только несколько намеков дать, что до того, как в 1976 году наш учитель провел свое первое учение для западных учеников, у него уже был готов полностью цикл так называемых учений Терма, начиная от самых базовых вещей, описания сенсорической ситуации, которая сейчас складывается в мире, и предварительных практик, которые подходят этой ситуации, вплоть до инструкций по достижению самых высоких уровней реализации, а именно радужного тела. Все эти учения были получены нашим учителем во сне. Во сне это значит, что, как он описывает, есть книги, где он описывает, как это все происходит, что во сне он устанавливает контакт со своим учителем, иногда в облике других знаменитых учителей, например, Гуру Падмасамбхавы или каких-то Тартонов, или даже Гараба Дардже, но всегда оказывается, что тем самым этот символический образ великого учителя Гуру Падмасамбхавы – это проявление его учителя Чанчуба Дардже. И от этих учителей в различных ситуациях он получал учение во сне. Например, учитель передает такое-то учение или посвящение, читает тибетский текст, способность Ринпоче осознавать, что происходит во сне, просто фантастическая. Он запоминал то, что происходило во сне, пробуждаясь, он записывал эти учения, потом перепроверял, если какие-то моменты оставались непонятными, он мог снова видеть другой сон, где дописывал это, проверял, совпадает ли текст и так далее, и так далее. И потом сам эти учения, полученные во сне, практиковал, проверял их результативность, и когда эти учения не были секретными, когда их можно было передавать своим ученикам, он передавал своим ученикам. Очень много из того, что мы практикуем из учений нашего учителя, это чистая передача терма во сне. И некоторые из этих практик являются просто уникальными, как, например, танец на мандале. То есть видеть во сне мандалу трех различных размеров, малая мандала, средняя мандала, большая мандала, видеть движение на этой мандале, записать их, привнести в материальный мир – это учение не просто уникальное, я бы сказал, совершенно исключительное. Ну и много других учений. Это тоже отдельный разговор. Цикл этих учений называется Лонг-Сал. Лонг – это пространство, Сал – это ясность, и это тоже символическое название нашей истинной природы. Ринпоче оставил огромный объем информации, практик, и, конечно, все мы, его ученики, желаем, как можем, продолжаем применять эти учения, эти практики. И у меня вопрос, связанный с образом жизни, с соединением практики с повседневной жизнью. Как известно, в буддийской традиции это распространено, что серьезное занятие дхармой
подразумевает или монашеский образ жизни, то есть полное отречение, да, от мирской деятельности, или уход в длительное затворничество. В Дзогчене модель поведения возможно, я говорю возможно, совершенно иная. Практики Дзогчена живут обычной, как правило, мирской жизнью, имеют работу, семьи и зарабатывают деньги как совершенно обычные люди. Но при этом из своего опыта, и ты уже говорил об этом, например, та же программа Санти Махасанхи действительно требует очень большой работы, очень длительного времени в практическом применении определенных техник, упражнений. Как же все-таки эффективно практику дзогчена применять это учение, применять те наставления, которые и передачи, которые дал Чагьял Намкай Норбу. Он должен быть мирянином, он может практиковать как обычный мирянин, или все-таки, если следовать той схеме, которую создал Ринпоче, в частности Санти Махасанхи, нам требуется действительно длительное затворничество, требуется большая работа практическая. Ну, понятно, это вопрос для тех, кто хочет достичь каких-то уровней реализации. Это очень сильно зависит от человека. В этом плане учение Дзогчен уникальное, что оно не дает какого-то единого рецепта, а говорит, что вы должны исходить из своей реальной ситуации, своих реальных способностей и своего понимания того, в какой ситуации вы находитесь. То есть если у человека есть семья, ответственность какая-то, допустим, перед своими детьми, то попытка его уйти в длительное затворничество приведет лишь к тому, что эти люди останутся без средств существования и, скорее всего, несчастными. Это нехорошо. Но такой человек вполне может практиковать дзогчен и оставаясь в миру. В моей личной жизни были ситуации самого разного толка. Я в длительное затворничество по по монашескому рецепту никогда не уходил, но в то же время всегда я старался свою жизнь выстраивать таким образом, чтобы у меня было пространство и время для личной серьезной практики. Когда я работал в Корее в университете, это внешний ритм жизни очень жесткий был. То есть там принято очень много работать, и на длительные ретриты вообще никакой возможности не было делать их. Но тем не менее, вот когда я приходил с работы, я оставался сам собой и занимался. И это было достаточно такое плодотворное время с 94 по 96 год, когда, живя в очень жесткой внешней ситуации, тем не менее я находил варианты внутренней свободы и практиковал дзогчен, развивался таким образом. Потом вернулся из Южной Кореи, сдал экзамен Санти Махасанки в 1996 году и дальше продолжил заниматься. Были в моей жизни ситуации, когда мне приходилось даже оставлять работу для того, чтобы выполнить практики, допустим, второго уровня Санти Махасанки, которые требовали именно полного сосредоточения на этих практиках. То есть в какой-то момент я понял, что без полного сосредоточения на этих практиках это будет профанация. Поэтому я просто позвонил своему начальнику на работу, сказал: извините, я с завтрашнего дня не прихожу на работу. Он мне не поверил, он еще неделю меня ждал. А я, вставая с утра, где-то в 8 утра, начинал практиковать эти методы, и где-то к 2 часам дня у меня первый тун заканчивался. То есть 6 часов непрерывной практики, которые, конечно, не предполагают похода на работу. Это
бессмысленно. Такой период жизни у меня тоже был, но этот период жизни тоже закончился. Потом была другая ситуация, когда я уехал в Венесуэлу, в Угар венесуэльский, на остров Маргарита. И там, казалось бы, на работу ходить не нужно, можно целиком заниматься практикой, но тем не менее, видимо, какие-то заслуги к тому времени накопились. Я нашел себе работу по интернету, это в начале 2000-х годов, и относился к этому достаточно добросовестно, то есть где-то 4 часа, может быть, иногда больше в день у меня выходило на работу, я зарабатывал достаточно, чтобы обеспечивать свою жизнь там, чтобы растить маленького сына, который у меня там родился, и с тех пор я стараюсь жить именно таким образом. То есть я все время что-то делаю и в плане общественной какой-то деятельности. Как правило, у меня всегда есть 2 работы, не одна. Это помогает мне зарабатывать не слишком большие деньги, но это такие деньги, которые полностью хватает для себя, для детей, для помощи каким-то другим людям в каких-то ситуациях. И в этом плане я абсолютно чувствую себя свободным. Я не озабочен тем, чтобы зарабатывать много денег, но тем не менее я знаю, что при определенной доле самодисциплины денег можно заработать всегда достаточно, и это критерий того, что моя практика продвигается правильно. Практика дзогчен в наших условиях – это на самом деле гармонизация своего существования в этом мире. Если у тебя трезвый взгляд на вещи, если у тебя нормальная семья, хорошие отношения с другими людьми, если ты помогаешь своей практике, своей жизни другим людям, зарабатываешь какие-то деньги, чтобы у тебя было свободное измерение, в котором ты можешь заниматься практикой так, как ты считаешь для себя нужным, то это идеальный способ для жизни. Что касается обязательств, в буддизме традиционно, получая посвящение или учение тантры, мы получаем некие обязательства, которые необходимо выполнять в повседневной, ежедневной практике. Да. Есть ли такие обязательства в учении дзогчен? Есть только одно обязательство – выполнять самую важную сущностную практику дзогчен, которая называется гуру-йога, и все остальные свои и практики, и действия, и по возможности эмоции и мысли основывать именно на этой практике и на принципе внимательности и осознанности. То есть гуру-йога – это знание своего истинного состояния, внимательность и осознанность – это знание того, как применять свое истинное состояние в жизни, как жить с этим знанием. Вот это и есть обязательство самая дзогчени. В других путях люди, практикующие, боятся нарушить свои самаи. В дзогчене нужно бояться или можно не бояться нарушать это знание. Есть ли какие-то последствия, например, ну, в тантре это боятся делать? Дело не в том, боишься ты или не боишься. Дело в том, насколько ты омрачен или не омрачен. Страх нарушить обязательства проистекает из того, что ты не уверен, что ты можешь в полной мере отвечать за свои действия и поступки. И тогда действительно лучше придерживаться каких-то ограничений. Не надо безобразничать, не надо делать неприятные вещи другим людям, не надо думать, что ты уже реализовался и делать безумные вещи, от которых другие люди будут страдать. Если, как я сказал, ты знаешь свое истинное состояние, то оно является естественным указателем, что хорошо, а что плохо в твоей конкретной ситуации. И знание истинного состояния также пробуждает
то, о чем говорят в других буддийских традициях, как о принципе единого зарождения, сострадания и мудрости. Если ты знаешь свое истинное состояние, ты внутри себя уже не можешь быть плохим человеком, ты не можешь физически желать зла другим людям. Может быть, у тебя не хватает способностей помогать этим людям в полной мере. Ну так и помогай им в той мере, в которой ты действительно можешь это делать. Если ты можешь кому-то помогать деньгами, помогай деньгами. Если ты хороший доктор, помогай как хороший доктор. Я вот, например, физик по профессии, я стараюсь помогать умным школьникам побеждать в олимпиадах. В этом году мой ученик дошел до финала Всероса по математике, это высочайший уровень на самом деле. Поэтому помогать этому миру можно по-разному. В этом есть обязательство дзогчена. Если же думать, что обязательство – это просто начитывать определенное количество мантр в день, но это значит, что надо спрашивать уже не у учителя дзогчена, а у того учителя, который дал тебе эти обязательства. Вполне возможно, что у него есть, у этого учителя свои причины, и он может объяснить, почему нужно именно следовать этим самая. Но если он будет тебя ограничивать и говорить, что иначе тебе будет очень плохо, и ты должен бояться нарушить эти самая, то это, скорее всего, разговор на уровне детского сада. Дзогчения нет детского сада, там нет нянечек, ты должен сам за себя отвечать. Если говорить об ответственности за учение дзогчен, применение его, также, ну вот, еще при жизни Ринпоче говорили о том, что каким-то образом неприменение практик или неправильное применение практик может влиять на учителя, на передачу. Действительно ли есть какие-то опасности, ну, неправильного применения или распоряжения этими знаниями? В этом плане, да, такая опасность существует. Если учитель передает глубокое учение ученику, он тем самым берет на себя ответственность за действия ученика. Пока этот человек, ученик, неразумен, он может совершать ошибки. Эти ошибки автоматически влияют на состояние учителя. У учителя может ухудшиться, например, самочувствие, он может заболеть. Поэтому за этим надо следить. Говорят, что учение дзогчен за пределами ограничений. Как это правильно понимать? Не только за пределами ограничений. Говорят, что оно за пределами усилий, говорят, что оно за пределами концепций, что в дзогчене нет никаких правил. Понимать это правильно можно очень легко. Ты находишься в знании дзогчен, и в этом знании дзогчен, в знании своего истинного состояния, ты понимаешь, что значит быть за пределами ограничений, за пределами усилий, за пределами концепций. Если же использовать эти красивые слова от ума, от своего эгоизма, то тогда это будет просто самооправдание своих некрасивых действий, ошибок или просто злонамеренных даже действий. В буддизме говорят об избавлении от омрачений. У нас есть известные 5 ядов или больше, там, или 84 тысячи омрачений. Дзогчен известен таким термином, если делить на учение сутры, тантры и дзогчена, то в дзогчене говорится о пути самоосвобождения. Что это значит? Вот, например, многие люди страдают из-за того, что они ссорятся с кем-то. В чем причина ссоры? Например, один человек обиделся на второго человека или разгневался. Разгневался, и дальше понеслась. Слово за слово, на эмоциях, наговорили друг другу, потом сами жалеют, а уже дело сделано.
В какой момент возникло омрачение? Омрачение возникло в тот момент, когда человек посчитал, что он умнее другого человека, видит что-то лучше другого человека или почувствовал себя задетым. В любом случае, корень омрачения – это незнание своей истинной природы. Если человек знает свою истинную природу, то он понимает, что он с другим человеком имеет примерно такую же связь, как с частями своего тела. И было бы глупо, когда у нас правая рука стала ссориться с левой рукой. Просто нет предмета для ссоры. Вот когда ты понимаешь свою истинную природу, то у тебя нет предмета для ссоры с другими людьми, потому что ты знаешь, что и ты имеешь природу Будды, и они имеют природу Будды. Тем более, если вы учитесь у одного учителя, то такая связь еще более глубокая, чем связь правой и левой руки. Называется ваджрная связь учеников и ваджрная самая. Учеников по отношению к учителю, учеников по отношению друг к другу. И тогда предмет для ссоры сам собой не возникает. Вместе со знанием истинной природы приходит глубинное уважение к другому человеку просто потому, что он является живым существом, у которого есть природа Будды. Это ты себе не придумываешь какое-то искусственное страдание, а ты начинаешь это чувствовать и с этим жить. И тогда вот сам корень, из-за которого возникают омрачения, отсекается. При этом внешне совершенно не обязательно, что ты будешь благостным, слащавым. Иногда правильный способ поведения в какой-то ситуации будет проявить в том числе и энергию гнева. То есть если человек делает что-то очень плохое, и ты можешь его остановить, только сильно на него накричав, понимая полностью последствия, то тогда это будет уже не омрачение, а поведение соответствующей ситуации. Если ты своим криком остановишь человека, который собрался там что-то плохое с собой сделать, не дай бог, самоубийство совершить, и вот ты нашел метод обращения с этим человеком, который внешне будет выглядеть совершенно безобразно. Можно даже побить его, чтобы этот человек в чувство пришел. Но это уже не будет омрачением, это будет уже поведением, соответственно, ситуации. Так вот, самоосвобождение как таковое, что это такое? Это понимание того, как возникают все многообразные проявления. Это знание проявлений в нашей истинной природе. Если ты знаешь, как рождается гнев, и ты успеваешь в своем истинном состоянии отследить гнев просто как некую энергетическую волну, то тогда гнев перестает быть гневом, а становится проявлением энергии, который естественным образом разворачивается в твоем истинном состоянии. Вот это принцип самоосвобождения. Дзогчен славится, так скажем, не будем говорить в обывательских, но в широких кругах такой высокой реализации, как радужное тело. Это, конечно, очень заманчивая перспектива, очень интересная цель, но можно ли тебя попросить кратко сказать, понятно, не раскрывая каких-то тайн, что это за результат, как он возникает, к нему приходит, и, в принципе, действительно ли обязательно показывать этот результат, достигать этот результат, или практик Дзогчен не должен стремиться к этому как к какой-то заветной цели? Какая здесь середина, есть ли она? Ты прямо как только что побывал на моем ретрите в Санкт-Петербурге, где мы делали практику синдзина радужного тела. То есть, что это такое? Это, как говорят, излюбленный способ реализации мастеров Дзогчен. Что значит излюбленный? Это значит, что если им удается достичь радужного тела, это очень здорово. Они понимают всю ценность такой реализации. Физически это означает, что человек освобождается от зависимости от своего материального тела и переходит в другую форму существования, которая
по слухам, которые доносятся из этой формы существования, активно. То есть человек не теряет индивидуальность, он продолжает быть живым существом совершенно особенным. То есть гуру Падмасамбхава – это гуру Падмасамбхава, Гарабдаджи – это Гарабдаджи, и все мастера, которые достигли радужного тела, это тоже живые существа, но живые существа, которые обладают уже совершенно иным качеством знания. Знания того, как создается материальный мир из сущности элементов, и как этот материальный мир можно растворять в сущности элементов. Чем они там занимаются в радужном теле, это надо у них спрашивать, и каждый из нас может попытаться это сделать, благо что полнота учений у нас у всех есть. Но ты еще спрашиваешь, стоит ли к этому стремиться или это фантазия. Так я правильно понял? Поскольку есть люди, которые достигают этого результата, это не фантазия. Значит, мы этого тоже можем достичь. Я всегда советую ставить себе такую цель в практике, именно достижение радужного тела. Потому что, когда ставишь перед собой высокую цель, то ты как бы заглядываешь дальше. Пусть даже эта цель не достигается в этой жизни, но тем не менее ты понимаешь, что такие-то и такие-то твои действия помогают достижению этой цели, а другие, наоборот, не имеют к ней никакого отношения, являются просто потерей времени. И вот постановка такой высокой цели, как достижение радужного тела, позволяет тебе структурировать свою практику и каким-то образом организовать свою жизнь, чтобы эта практика становилась более реальной. И более того, вспоминая о радужном теле почаще, ты получаешь совершенно конкретные результаты и на физическом уровне. То есть ты становишься более радостным, теплым человеком, у тебя лучшее состояние здоровья, у тебя более гармоничное состояние элементов, какие-то отношения с другими людьми тоже выстраиваются. Поэтому ответ однозначно да. Нужно понимать, что такое радужное тело, хотя бы на уровне вот объяснений учителей, и строить свою практику так, чтобы рано или поздно ты в этом радужном теле оказался. Сейчас российские ученые, наверное, ты знаешь, слышал, с большим интересом относятся к такой теме, как Тугдам, посмертная медитация. Вот ты как физик с точки зрения ученого, знатока этой западной науки, можно ли сказать, в чем основа проявления радужного тела, такой возможности? Есть ли какие-то научные западные объяснения этому феномену? Пока нет. То есть, да, я слышал, что наши ученые, причем очень хорошие ученые, и Черниговская, и Анохин, и ученые из МГУ, там есть лаборатория, они приступают к этим исследованиям. Но я бы сказал так, что приборы, боюсь, что недостаточно чувствительны у нас для того, чтобы эти эксперименты реально проводить. Почему? Потому что вот ключевым, может быть, сейчас нерешенным научным вопросом является проблема сознания. Что такое сознание? И ученые уперлись в эту проблему, потому что она лежит за пределами обычного научного подхода. Научный подход состоит в том, что мы ставим эксперимент с каким-то объектом. Мы измеряем какие-то характеристики этого объекта, считываем показания стрелочек приборов и пытаемся сделать этот эксперимент повторяемым, чтобы то, что мы сделали в плане научного подхода, могли проверить другие ученые. Но когда мы говорим о сознании, у нас нет объекта, который может быть исследован такого рода научными методами. У нас есть такой объект, как мозг, как его электрическая активность, как какие-то нейронные сети, которые можно визуализировать. То есть все, весь арсенал современных приборов ограничивается тем, что мы можем видеть на материальном плане. И в то же время, как возникает наш внутренний мир, наше субъективное ощущение того, что мы являемся живыми существами, что у нас есть какие-то переживания,
какие-то стремления, какие-то намерения, все, что мы называем словом «я живу», «я мыслю», «я существую», как еще с Декарта повелось, это не измеряется приборами. Поэтому мне очень интересно, конечно, было бы с этими учеными поговорить на эту тему. Если они изучают только Тугдам, то тогда это большой шаг вперед. Но им нужно изучать сознание тех людей, которые реально что-то добились, пока они еще живы в этом мире. И тогда вот, поняв, что такое сознание, можно будет говорить о том, какие уровни сознания бывают у совсем экзотических объектов, таких как мастеров, которые уходят в Тугдам. Где у них сознание пребывает? Это надо спрашивать у мастера, а он уже не отвечает. И в этом плане наш учитель говорил так, что вам лучше получить опыт, допустим, состояния Бордо, то есть состояние, которое у человека наступает после смерти, в этой жизни, чтобы, попав в состояние Бордо после смерти, вы уже знали, что там делать. Вот так же и ученым лучше исследовать состояние сознания живых людей, живых мастеров, и понять, чем оно отличается от сознания обычного человека, чтобы потом вот эти отличия проверять уже в момент совершенно особых медитативных состояний, таких как Тугдан. Гриша, к концу интервью хочу спросить такой совет у тебя для тех людей, кто интересуется учением Дзogchen, в частности, интересуется передачей Чогьяла Намкая Нарбу, потому что я сам лично встречал таких людей, ко мне обращались с такими вопросами, как получить учение Дзогchen, которое передавал Чогьял Намкай Нарбу, существует ли оно в рамках Дзогchen-общины, можно ли войти в эту Дзогchen-общину, можно ли приобщиться к наследию Чогьяла Намкая Нарбу. Вот твой взгляд, твое понимание ситуации на сегодняшний момент, когда Ринпоче в физическом теле с нами уже, к большому сожалению, нет. Мы не можем на физическом уровне получать от него учения. Совет людям, кто имеет интерес к наследию Намкая Норбу Ринпоче. Советов тут может быть несколько. Первый совет – это всегда есть возможность заниматься каким-то интеллектуальным изучением. То есть книжки. Этих книжек много, и они требуют достаточно больших усилий по их освоению. То есть первый человек читает «Кристаллы путь света» и видит, ему это интересно или нет, в первую очередь. Если нет интереса к такой книге, как «Кристаллы путь света», может быть, лучше заняться чем-нибудь другим. Есть люди, которые, читая «Кристаллы путь света», сразу понимают, что вот оно, то, к чему они шли, то, что они всю жизнь искали, наконец-то нашли. Этим надо заниматься, это надо практиковать. Пока с нами был учитель, это было проще, конечно же. Нужно было получить передачу учения от него, то есть или поехать к нему лично, или получить передачу по интернету. Сейчас такая возможность закрылась полностью. Поэтому, когда ты спрашиваешь, можно ли получить учение Чогьяла Намкая Нарбу сейчас, я говорю, нет, нет его с нами, поэтому учение Чогьяла Намкая Нарбу от Чогьяла Намкая Нарбу физически мы получить не можем. Но это не значит, что мы не можем получить учение Дзогчен так, как он его передавал. У него есть сын, у него есть дочь. И сын Еши Намкай обладает полномочиями передавать это учение. В прошлом году, в 2020 году, такая передача в Меригаре планировалась. К сожалению, она не состоялась из-за пандемии. Пришлось все отменить. Как будет дальше развиваться эта ситуация, я не знаю. По крайней мере, вот сам Еши Намкай, когда он об этом рассказывал, он говорит, что такая возможность есть, я могу людям
давать передачу, если они будут ко мне приезжать, если они будут ко мне обращаться. Но в то же время он говорил, что он очень просит делать это людей, только которые по-настоящему, по-серьезному заинтересованы в получении этого учения. Не для того, чтобы приобщиться, в кавычках, к Дзогчену, не для того, чтобы почувствовать себя в тени или в сене такого великого учителя, как Чогьял Намкай Нарбу, а именно потому, что этот человек чувствует, что Дзогчен – это самое важное в его жизни. Тогда можно попробовать написать письмо Еше Намкаю, люди ему пишут, он им отвечает, и сейчас ответы такие, что когда будет такая возможность, когда ситуация будет благоприятной, да, можно будет у него попросить учения, если он решит даст это учение, значит, будет его давать. Если решит не давать, это его право. Наверное, последний вопрос, такая просьба. Я предварительно тебя просил рассказать, может быть, я не знаю, случай, историю, наставление, какую-то ситуацию с Римпоче, с Чагьялом Намкаем Нарбу, которая была для тебя важной, запоминающейся, ну, самой яркой, которая осталась в твоем уме от общения с учителем. Ну, если такой нет, какие-то общие слова о Чагьяле Намкае Нарбу. Я могу сказать так вот, что в моей жизни были ситуации, которые другие люди назвали бы чудесами. Мне как физику это особенно интересно, потому что физик обязан, встретившись с чудом, разобраться в том, что на самом деле произошло. Как в одной из повестей братьев Стругацких «За миллиард лет до конца света», там говорится, что если я, как ученый, обнаружу, что черти действительно существуют, то я буду обязан наладить производство святой воды в промышленных масштабах. Так вот и здесь. Увидев один раз, как работает мир, который выходит за пределы материальных законов физики, я как физик обязан разобраться в том, как это работает. Другого инструмента, кроме самого себя, у меня, к сожалению, нету. Экспериментального материала мало. Но что могу, то делаю. Но запоминаются даже вот не эти чудеса. Эти чудеса, они как бы подталкивают к правильному направлению. А запоминается прежде всего то, что наш учитель настолько велик, что ты смотришь на него, и у тебя в голове сразу все проясняется. Вот что такое. Наш учитель настолько велик, что любая проблема в конечном счете сводится к тому, понимаешь ты его наставление или не понимаешь. И для меня многие вопросы снимались вот именно таким образом. Я за все время, за все годы обучения, десятилетия обучения написал, может быть, учителю от силы там 5, максимум 10 личных писем с вопросами о том, вот, учитель, подскажи, пожалуйста, что мне делать. Вот одним таким вопросом я могу поделиться. Когда мне нужно было делать вот эти практики, о которых я раньше говорил, и уходить с работы, я написал учителю письмо, что вот я хочу по-серьезному освоить второй уровень Санти Махасанки, для этого нужно делать серьезные практики, хочу уйти с работы, посвятить этому времени и посвятить больше внимания развитию дзогчен общины, как мне лучше поступить. И вот что мне ответил Римпоч. Он говорит: Гриша, ты знаешь языки, ты умеешь работать на компьютере. Это значит, что ты найдешь себе работу в любом месте мира, где бы ты ни был. И, оказавшись в этом месте, если хочешь, да, пожалуйста, делай что-нибудь для дзогчен общины. Вот это был совет учителя, как мне поступить. И вот я поступил в соответствии с этим советом. И действительно так оказалось, что уйдя с работы, я подготовился хорошо к этому экзамену, сдал этот экзамен. Это было для меня достаточно серьезное продвижение в практике на самом деле.
Потом я 3 года посвятил развитию Северного Кунсангара. И в конце этого времени как раз вот и сложилась ситуация обучения инструкторов Санти Махасанки на Маргарите, куда я уехал, стал инструктором, и с тех пор так и живу. С одной стороны, живу нормальной жизнью, зарабатываю деньги, живу с семьей, а с другой стороны, в этой ситуации, использую эту ситуацию благоприятную для практики и для каких-то ретритов, для помощи другим людям. Поэтому, последовав совету Ринпоче, я просто получил в конечном счете жизнь, в которой я живу так, как хочу, и по мере сил помогаю другим людям. Вот что запомнилось больше всего, и вот мое пожелание и другим, всем, кто будет слушать это интервью, чтобы они тоже нашли жизнь, которая их полностью устраивает, и в этой комфортной ситуации они для себя нашли самое главное – дхарму, учение и продвижение к чему-то более осмысленному, чем просто материальное существование. Гриша, спасибо огромное. Очень рад этому разговору. Для себя почерпнул очень много интересных, важных моментов. Уверен, что зрителям также это будет очень полезно. И, конечно, наш разговор посвящается памяти нашего учителя Чагьялана Кайнарбу. Который всегда с нами. Спасибо и тебе.